Приветствую вас на канале Бурмикс. С вами дядь Миша. Сегодня будем готовить татарский пирог губадия с кортом. Корт, или его еще называют кырт, курт, красный творог, вареный творог, сушеный творог. Рецепт его приготовления я показывал в прошлом видео. Если еще не посмотрели, то обязательно посмотрите. Губадия без корта – это не губадия. Готовим классическую губадию. Поехали! Начинаем с приготовления теста. В глубокую чашу просеиваем муку. Добавляем быстрые дрожжи, сахар, соль. Теперь все эти сухие ингредиенты перемешиваем. В центре делаем углубление и вливаем туда теплое молоко. Молоко должно быть примерно 36-40 градусов. Сюда же вбиваем 2 куриных яйца. И начинаем руками замешивать тесто. Когда тесто подсобралось немного в комок, добавляем сливочное масло комнатной температуры и замешиваем вначале в чаше, а затем на столе. Вначале тесто очень сильно липнет и к рукам, и к столу, но ни в коем случае не добавляйте лишнюю муку. Вымешивайте минут 10. Тесто станет эластичным, нежным, упругим, очень классным. А раз тесто получается хорошее, то и выпечка у вас получится замечательная. Когда тесто перестанет липнуть к рукам и к столу, подкатываем его в шар, перекладываем в чашу, накрываем крышкой и даем ему расстояться 2 часа. А мы пока займемся подготовкой начинки. Изюм залить крутым кипятком, дать ему постоять минут 10-15, затем слить воду, изюм высыпать на бумажные полотенца и другим бумажным полотенцем собрать лишнюю влагу. Также для губадии нужен будет рис. Рис хорошенько промыть, сложить его в сотейник, залить 3 стаканами воды, добавить соль и варить на среднем огне 10 минут до полуготовности. Затем рис откинуть на дуршлаг, промыть его кипятком и поставить на какую-нибудь кастрюлю, чтобы стекала лишняя влага. Корт пропустить через мясорубку. Так как у меня корт свежий, я его готовил буквально вчера, то никаких дополнительных действий я к нему не применяю. А вот если у вас покупной корт, то берете 250 грамм корта, добавляете 200 миллилитров молока, 80 граммов сахара, ставите на плиту и провариваете до образования кашицы. Вот эту кашицу будете использовать в губадие. Теперь подготавливаем яйца. Яйца нарезаем мелким кубиком. Все ингредиенты для начинки подготовили, возвращаемся к тесту. Прошло 2 часа, вот такое тесто получилось. Оно мягкое, эластичное, очень здорово тянется. Извлекаем тесто из чаши, стол припыляем мукой. Делим тесто на 2 куска, один большой, другой маленький. Маленький пока откладываем в сторону, а большой кусок теста раскатываем в большой круг. Затем тесто я сразу перекладываю на противень, но противень я предварительно застелил силиконовым пергаментом. Уже на противне дополнительно растягиваю тесто, ну и теперь выкладываем начинку слоями. На первый слой выкладываем половину риса. 2 сантиметра от края оставляем чистыми, потому что потом мы будем подворачивать этот край. На рис выкладываем половину изюма. На изюм выкладываем корт. Тоже половину. И на корт выкладываем половину яиц. И повторяем слои. Вначале рис, затем корт, изюм, оставшиеся яйца. И теперь сверху, стараясь распределить по всей площади, наливаем 150 грамм сливочного растопленного масла. Теперь маленькую часть теста раскатываем в тонкий пласт. Накрываем пирог и сцепляем края. Чтобы пирог получился красивый, постарайтесь защипить косичкой. У меня получается примерно вот такая вот. Не косичка, я бы сказал, а косища. Теперь нужно сделать крошку. Для этого в чашку отправляем сливочное масло комнатной температуры, муку и сахар. И перетираем все это между собой. Получается вот такая крошка.
Возвращаемся к пирогу. В центре делаем дырочку, чтобы выходил пар. Поверхность пирога смазываем сливочным маслом и посыпаем подготовленной крошкой. Вот такая красота получается. Отправляем пирог в духовку, разогретую до 200 градусов, нагрев вверх-вниз на 35-45 минут. Это зависит от вашей духовки. Пока губадия запекается, вы можете поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и даже написать комментарий. Я все комментарии читаю и на все отвечаю. А между тем у меня прошло 40 минут, губадия готова, извлекаем ее из духовки. Перекладываем пирог на блюдо для подачи, смазываем его сливочным маслом, нарезаем и подаем. Ведь губадию нужно есть горячей. Вот такой великолепный праздничный пирог. Обязательно приготовьте. Порадуйте себя и своих родных. Если понравился рецепт, то поделитесь им со своими друзьями. Ну а я пока прощаюсь с вами. До нового вкусного рецепта. Пока!